Здравствуйте, дорогие друзья. Баня. Так вот, как правильно это принимать, баню, чтобы это было полезно для здоровья. Баню можно принимать, в общем-то, надо понимать, для чего вы ее принимаете. Есть два варианта. Если говорить о здоровье, можно принимать для удовольствия, другая история. Да? А вот если говорить о здоровье, как для здоровья принимать, то есть два варианта. Первый вариант – это детоксикация. Да, когда вы идете в баню, кожа работает как выделительный орган, она и так выделительный орган кожи. А когда вы идете в баню, то вы способности кожи к выделению вредных веществ активируете и, в общем, таким образом очищаете организм. Поэтому традиционно баня воспринималась как средство для того, чтобы человеку быстрее восстановиться после каких-то интоксикаций разных. Например, интоксикация после болезни. Человек долго болеет, кашляет, не может выздороветь, легкие плохо работают. Что нужно сделать? Нужно принять баню. Как ни странно, да, кажется, что вроде как не нужно этого делать, а на самом деле, когда уже нет температуры, но остается остаточное явление, кашель и так далее, то есть остались какие-то инфекционные агенты в организме, которые организм никак не может победить. Из-за чего? Из-за того, что он никак не может вывести токсины из себя для того, чтобы в полной мере использовать потенциал своего иммунитета. Отравляет постоянно организм бактериальные агенты. И вот таким образом можно переломить ситуацию. То есть сходить в баню, как сходить в баню? То есть лучше всего это, конечно, баня с веником при не очень большой температуре, влажная баня, чтобы не пересушить легочную альвеолярную мембрану, то есть чтобы не было обратного эффекта, потому что мокрый должен быть воздух, теплый, но мокрый. И не очень большая температура, то есть не более 75-80 градусов по Цельсию. И с веником для того, чтобы непосредственно распарить кожу. Пусть сама парная будет не очень большой температуре, но веником вы добьетесь эффекта по именно детоксикации. Поэтому баня с веником – это, в общем-то, средство детоксикации. Веник не для того, чтобы в очень большой температуре, когда и так в парную вы заходите и вас прижимает к полу, пригибает вас конкретно, вы не можете и на верхнюю полку даже залезть, да, и вы еще веник берете и веником еще начинаете. Это неправильно. Веник нужен для чего? Для того, чтобы кожу распарить, при этом легкие, чтобы дышали не очень горячим воздухом, а именно воздухом таким более-менее доступным, да, то есть когда вы заходите в парную, 75 градусов, и нет такого эффекта, что у вас прям накрывает так конкретно теплом, жаром, да, что вы не можете даже дышать-то порой. И в этом случае баня с веником, она подойдет абсолютно всем, кто хочет побыстрее пройти этот реабилитационно-восстановительный этап после бронхолегочных заболеваний. Я рекомендую в этих случаях не более 2 заходов делать. То есть не 3 захода, не 4 захода, а именно 2 захода. Первый заход такой разогревающий, разминочный, да, и второй заход такой пожестче, для того, чтобы действительно кожу распарить до красна. Секрет в чем? Секрет в том, чтобы обязательно, после того, как веником вы пропарили себя, обязательно в ледяную какую-то, в холодную, если нет ледяной, ванну. Не обливаться холодной водой, не из ведра поливаться, а налить заранее ванну себе. И в эту ванну окунуться, быстро из нее выскочить и укутаться полотенцем. Тогда наиболее будет оптимальный детоксикационный эффект. Это первый вариант бани. Второй вариант бани – восстановительный эффект. Извиняюсь, еще вернусь к первому варианту. Еще возникает когда интоксикация? После тяжелой физической работы. То есть человек тяжело физически работал, например,
Так она, в принципе, в традиции и зародилась, как средство, чтобы восстановиться. Ну вот у него образовалась в мышцах молочная кислота, все мышцы тела поработали, устал человек, да, и вот после этого, если он сделает там даже один заход, два захода в баню, он быстро очистит организм от метаболитов, это тоже своего рода интоксикация такая, продуктами метаболизма от активной деятельности, вот, и быстрее восстановится. Вот такие, это вот как бы восстанавливающий детоксикационный вариант бани. Вот. И есть вариант бани, когда вы применяете баню как средство регенерации, то есть фактически омоложение. Что там, какая особенность? Вот, когда организм разогревается в парной, он, ну, снаружи возникает большая температура, да, организму нужно охладиться изнутри. Ну и что ему делать? Он начинает тратить энергию на охлаждение, то есть начинает нарабатывать внутреннюю энергию, чтобы охлаждаться, потому что биология наша, она работает на, ну, как бы на длительный промежуток времени. Если возникли вот жара вокруг, да, ну, значит, нужно готовиться к тому, что она долго будет, эта жара. И организм начинает много энергии вырабатывать в запас. АТФ, внутренней энергии клеточной, для того, чтобы охлаждаться. И вот представляете себе, вы сидите в бане, да, он у вас наработал внутреннюю энергию, уже готов охлаждаться дольше и дольше, а вы раз быстро из бани выбежали и окунулись в холодную воду. Вот чем больше будет этот запас АТФ у вас, тем больше будет восстанавливающий эффект, потому что вы охладились не за счет этого АТФ, а за счет того, что вы применили холодную воду или вышли, допустим, подышали там 3-5 минут на прохладный воздух, если это там в зимнее время происходит или в осеннее, баня ваша. Облились холодной водой, в снегом растерлись, в сугроб там прыгнули, в ледяную купель, там, ну неважно. Но здесь, чем больше вы досидите, то есть чем сильнее вы нагреетесь, и больше вот этого про запас выработанного АТФ у вас будет, да, в организме, тем, охладившись, вы больше получите восстанавливающий эффект. В общем-то, все, кто баню применял, хоть как-то, ну, более-менее серьезно, знают этот эффект, да, что когда после холода ты идешь пить чай в комнату отдыха, и такое, какая-то эйфория возникает. Вот эта эйфория, вот это чувство эйфории, это и есть вот этот самый запас энергии, который начинает тут же у вас тратиться на регенерацию. То есть у вас начинают из избытка энергии внутренней, которая должна мгновенно куда-то потратиться, она не может уйти просто так, да, она уходит на производство новых клеток. Фактически сразу. То есть в данном случае это способ включить регенераторные возможности организма. Но этот способ доступен только для людей достаточно физически подготовленных, потому что как бы если у вас сердечно-сосудистая система, ну пока еще плохо работает, да, вы не восстановили ее, то вот до регенерации дойти, чтобы вот так в бане насидеться и потом резко охладиться, это нужно достаточно хорошую сердечно-сосудистую систему иметь. Поэтому данный вид, когда вы экстремально перегреваетесь и потом резко охлаждаетесь и получаете регенераторный эффект, он доступен для людей подготовленных, то есть тех людей, которые, ну, хотя бы какой-то 2, 3, там, 4 месяца, полгода выполняли все мои рекомендации по соблюдению здоровья, которые вы можете посмотреть на моем видеоблоге. Пожалуйста, смотрите. Вот таких два вида бани. Как ее применять для здоровья, я вам сегодня рассказал. Пишите комментарии и делитесь своими каким-то опытом своими наработками и так далее. Что касается регенераторной бани, здесь можно применять и веник, то есть русскую баню, да, можно применять и сауну, пожалуйста. Вот. Ну, к хамаму, честно говоря, я отношусь не очень хорошо.
Ну, потому что плавное воздействие не вызывает вот таких вот явных детоксикационных и явных регенераторных эффектов. То есть это больше баня для удовольствия. Ну, о чем мы сегодня с вами не говорили. Применяйте баню, друзья. Основное правило и первого, и второго вида приема бани – это то, что вы никогда не прогреваетесь перед окончанием банных процедур. То есть вы сделали 2 захода. После каждого захода применили холод. И потом, ну, есть у некоторых такое вот, что обязательно надо еще погреться и потом уже только закончить баню. Вот этого делать не нужно. Этого делать не нужно, этим вы нарушите весь энергетический баланс организма. Чего делать, еще раз повторю, категорически не нужно. То есть заканчивайте все банные процедуры холодной процедурой. Вот тогда будет наиболее максимальный восстанавливающий и детоксикационный эффект. Будьте здоровы! Посещение сауны может принести пользу вашим мышцам, улучшить кровообращение и дать массу преимуществ для здоровья вашего организма в целом. Многие из этих преимуществ напрямую влияют на тренировки и могут помочь улучшить композицию тела. Например, если вы постоянно посещаете сауну, то быстрее восстанавливаетесь после тренировок. И на это есть несколько причин. Итак, один из факторов положительного влияния сауны на восстановление я уже упоминал в ролике про воздействие на тело холодной водой. Сауна улучшает кровоток, а это помогает доставлять питательные вещества к клеткам и тканям, которые нуждаются в них для восстановления. Сауна улучшает кровоток за счет нагрева тела. Тепло расширяет кровеносные сосуды, облегчает сердечно-сосудистой системе перекачку крови по всему телу. Исследования также показывают, что регулярное посещение сауны улучшает функцию эндотелия, тонкой внутренней мембраны, которая покрывает сердце и кровеносные сосуды. Кроме того, исследования показывают, что посещение сауны повышает уровень инсулиноподобного фактора роста 1, ИФР-1, который является жизненно важным белком для роста и восстановления, и кроме того важнейшим эндокринным посредником действия соматотропного гормона. Одно из исследований показало 142% увеличение ИФР-1 во время посещения сауны. До сих пор остается спорный вопрос, насколько необходимо увеличение инсулиноподобного фактора роста для ускорения восстановления. Но если учесть улучшение кровотока и увеличение ИФР-1, то неудивительно, почему люди утверждают, что после посещения сауны они восстанавливаются быстрее. Еще один огромный плюс от посещения сауны ощущается в вашем настроении. Если вы страдаете от депрессии или просто хотите улучшить свое настроение, сауна действительно может помочь. Это связано с тем, что посещение сауны повышает содержание бета-эндорфинов в крови, что вызывает чувство эйфории. Более того, было доказано, что тепловая терапия или теплолечение всего тела снижает симптомы депрессии у больных раком благодаря этому же процессу. Также мы имеем результаты рандомизированного, контролируемого двойного слепого исследования депрессии, которое показало, что один сеанс повышения температуры тела до 101 градуса по Фаренгейту или около 38,5 градусов по Цельсию привел к острому антидепрессивному эффекту, который сохранялся в течение 6 недель. Очевидно, что это действительно мощное воздействие на психику, и его можно заметить, особенно если вы постоянно посещаете сауну. Помимо восстановления мышц, сауна также может облегчить болевые ощущения в мышцах, суставах и связках. Это происходит за счет увеличения выделения противовоспалительных гормонов, таких как адреналин, норадреналин, кортизол и ФР1. Например, одно исследование показало, что сочетание посещения сауны с другими терапевтическими процедурами помогает в лечении ревматоидного артрита. В другом исследовании было обнаружено, что саунотерапия уменьшает боль при фибромиалгии. Что касается тренировок и отсроченной мышечной боли, то хотя и существует множество свидетельств того, что тепловая терапия помогает уменьшить боль в мышцах после тренировки, у нас нет достаточно убедительных доказательств, чтобы однозначно это утверждать. Но скорее всего сауна действительно уменьшает боль в мышцах благодаря улучшению кровотока и выделению эндорфинов, опиатоподобных химических веществ, которые действуют как обезболивающие. Но не стоит особо рассчитывать на сауну в качестве устранения именно боли после тренировки. Да, в какой-то степени это поможет, но не на уровне вышел из сауну и мышцы больше не болят.
Кроме всего вышеперечисленного, у сауны есть еще одно преимущество, которое заключается в улучшении умственной деятельности. Стресс от жары повышает экспрессию нейротрофического фактора мозга, который является важнейшим белком для когнитивного здоровья. Нейротрофический фактор мозга помогает регулировать синаптическую пластичность, которая помогает нейронам связываться между собой, что способствует обучению и формированию памяти. Исследования также показывают, что нейротрофический фактор мозга участвует в восстановлении мышц и даже в росте и развитии новой мышечной ткани. Кроме того, он может помочь в борьбе со снижением когнитивных способностей, связанных со старением. В исследовании, проведенном на мужчинах из Финляндии, ученые обнаружили, что у тех, кто посещал сауну от 4 до 7 раз в неделю, риск развития болезни Альцгеймера был снижен на 65%, по сравнению с теми, кто посещал сауну только 1 раз в неделю. В дополнение к этому исследованию есть еще одно, в котором мужчин попросили оставаться в сауне, нагретой до 176 градусов по Фаренгейту или 80 градусов по Цельсию, до тех пор, пока не наступало полное истощение, и они не почувствовали, что им нужно выйти, чтобы отдохнуть от жары. Результаты показали, что количество норадреналина увеличилось на 310%, а пролактина в 10 раз. Эти вещества благотворно влияют на когнитивное здоровье, поскольку норадреналин усиливает фокусировку внимания, а пролактин способствует росту миелина, что заставляет мозг функционировать быстрее. Аналогичные результаты были обнаружены и у женщин. У участниц, которые проводили 20-минутные сеансы в сухой сауне дважды в неделю, наблюдалось 86% увеличение уровня норадреналина и 510% увеличение уровня пролактина. Еще одно важное преимущество, которое вы ощутите, это снижение уровня стресса. Хорошо известно, что хронический стресс вреден для здоровья. Он связан с такими вещами, как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, диабет, депрессия, астма, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сном и многим другим. К счастью, сауна может помочь и в этом. Я уже упоминал ранее, что посещение сауны может повысить уровень нейротрофического фактора мозга. Это полезно не только для обучения и памяти, но и для уровня стресса. Исследования показывают, что пониженный уровень нейротрофического фактора мозга может стать причиной депрессии и тревожности. Поэтому, повысив уровень этого уникального белка в мозге, вы сможете снизить уровень стресса. Чтобы получить максимальную пользу, постарайтесь сосредоточиться на своем дыхании во время посещения сауны. Это что-то вроде медитации, когда вы концентрируетесь на конкретном предмете или действии. Но помимо внутренних изменений, сауна может принести пользу и вашему внешнему виду. Например, улучшить здоровье и внешний вид вашей кожи. Есть исследования, показывающие, что регулярное посещение сауны положительно влияет на здоровье кожи, ее pH и увлажненность. Одно из этих исследований показало, что посещение сауны привело к уменьшению количества жира на лбу участников, и регулярное посещение сауны может быть хорошим решением для тех, у кого жирная кожа или склонность к акне. Но важно помнить, что потоотделение заставляет организм терять цинк. И именно по этой причине от 21 до 43% спортсменов имеют низкий уровень цинка. Поэтому, если вы спортсмен или регулярно посещаете сауну, а особенно если вы делаете и то, и другое, важно получать достаточное количество цинка, поскольку помимо многих важных функций, которые цинк выполняет в организме, он также играет одну из решающих ролей в здоровье кожи. Если вы посещаете сауну каждый день, вы можете принимать добавки цинка, а также продукты, богатые цинком. Примерами таких продуктов являются устрицы, говядина, курица или, например, чечевица. Также цинк содержится, например, в яичных желтках. Но если вы много потеете и регулярно посещаете сауну, хотя бы один раз сдайте анализы на его содержание в крови, чтобы понимать, соответствует ли ваше меню достаточному пополнению цинка. Следующее потенциальное преимущество, которое вы получите, это потеря веса. Конечно, не стоит строить иллюзии вроде тех, что каждый сброшенный килограмм в сауне – это жир. Типа зашли 100, а вышли уже 99. Разумеется, это вода. Именно поэтому сауну часто используют спортсмены, желающие, например, влезть в категорию перед соревнованиями. Но объем воды восстановится довольно быстро. Несмотря на это, в любом случае посещение сауны ускоряет метаболизм и способствует выработке гормона роста, который является одним из важнейших жиросжигающих гормонов. И это основной механизм. Несмотря на это, люди часто приписывают сауне жиросжигающие свойства
на основе других вещей. Например, из-за повышения частоты сердечных сокращений. На самом деле в сауне вы сожжете лишь немного больше калорий, чем просто сидя в комнате с обычной температурой. Разница настолько мала, что вместо того, чтобы сжечь 40 калорий за 30 минут сидения перед телевизором при комнатной температуре, вы увеличите количество сжигаемых калорий до 60 в горячей сауне. Разница, как видите, небольшая. Вы сожжете гораздо больше калорий, посещая тренажерный зал или выполняя практически любые физические упражнения. Также способствует снижению веса так называемые белки теплового шока, которые вырабатываются при нагревании тела. Белки теплового шока присутствуют во всех клетках и необходимы для поддержания их жизнедеятельности. Кроме того, они играют важную роль во многих процессах, включая иммунную функцию, клеточную сигнализацию и регуляцию клеточного цикла. Посещение сауны повышает уровень белков теплового шока, и согласно исследованиям, эти белки также способствуют уменьшению жировой массы. Однако этот эффект нуждается в дополнительных исследованиях, так как не хватает доказательств того, что подобные преимущества применимы к людям, ибо все основные исследования проводили на животных. Но в любом случае, даже если этот эффект действительно имеет место быть, он не будет таким существенным, как при правильной диете или выполнении физических упражнений. Поэтому не следует рассматривать сауну как какой-то чудо-механизм сжигания жира. Она больше работает при дополнении. И главная ее польза не в снижении веса, а в улучшении здоровья, в том числе сердечно-сосудистой системы. Сауна действительно может принести пользу сердцу. Например, она может уменьшить жесткость артерий, улучшить липидный профиль крови и снизить кровяное давление. Исследования это подтверждают. Например, в исследовании 2015 года с участием финских мужчин ученые изучали связь между посещением сауны и частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Результат показал, что у участников, которые посещали сауну от 4 до 7 раз в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний или инфаркта был снижен на 48% по сравнению с теми, кто посещал ее только раз в неделю. Ученые также отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить механизм, лежащий в основе связи между посещением сауны и улучшением сердечно-сосудистого здоровья. И мы действительно получили больше представления об этой связи в более позднем исследовании 2018 года, которое показало, что польза может быть обусловлена улучшением сокращения сердечной мышцы, снижением жесткости артерий и уровня липидов в крови, а также снижением артериального давления. Учитывая потенциальную пользу для сердца, легко понять, что еще одним преимуществом постоянного посещения сауны является увеличение продолжительности жизни, что означает, что сауна может помочь вам прожить дольше. Исследование 2015 года, о котором я только что упомянул, не только показало снижение числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, у участников, которые чаще посещали сауну, также снизился уровень смертности в целом. Исследователи отметили, что этот сниженный риск смертности от всех причин присутствовал даже независимо от обычных факторов риска. Точный механизм, связанный с увеличением продолжительности жизни, пока неизвестен, но один из способов, с помощью которого терапия высокими температурами может привести к увеличению продолжительности жизни, это стимуляция белков теплового шока, о чем мы говорили ранее. Есть доказательства того, что у мух, неоднократно подвергавшихся тепловому стрессу, значительно повышается уровень белков теплового шока и значительно увеличивается продолжительность жизни. Конечно, данные, полученные на мухах, не могут быть перенесены на человека, и существует ограниченное количество качественных данных о том, как белки теплового шока влияют на продолжительность жизни у мужчин и женщин. Но то, что мы не уверены в механизме, не отменяет того факта, что сауна благотворно влияет на ваше сердце, кровеносные сосуды и даже нервную систему, что может увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. И для того, чтобы сауна действительно принесла максимальную пользу вашему здоровью и внешнему виду, ее следует сочетать с физическими упражнениями и правильным питанием. Сауну можно посещать как непосредственно перед тренировкой, чтобы разогреть тело и разогнать кровь, так и после тренировки, как это обычно принято, чтобы расслабить мышцы и ускорить восстановление. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.